Какая разница между инстинктом и интуицией? Должны ли мы следовать своим инстинктам или интуиции? Инстинкт — это процесс выживания. Существует естественный инстинкт самосохранения, который мог бы ослабеть, живя в искусственных условиях. Но если вы вернетесь снова и будете жить на природе, в течение короткого промежутка времени вы увидите, что у вас есть другой уровень инстинкта. Итак, инстинкт — это один аспект. Интуиция — это другой аспект. Инстинкт — это определенное измерение физического восприятия. Интуиция — это не восприятие. Интуиция — это просто другое измерение вычисления одной и той же информации. Логически. Первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг. Интуиция — раз, один шаг. Вот и вся разница. Итак, как развить интуицию? Существуют различные методы. Шамбхави Махамудра, которую вы выполняете, определенно усиливает интуицию человека. Но не пытайтесь сознательно усилить ее, потому что вы будете строить догадки. Догадки — это не интуиция. Интуиция означает, что вы просто знаете, четко знаете, что вы можете поставить на это свою жизнь. Догадки приведут вас к большой путанице. У меня есть внутреннее предчувствие. Есть такие люди, всегда их интуиция что-то говорит. Я думаю, это из-за плохой еды. Так вот, существуют конкретные методы развития интуитивности. Есть определенные системы йоги, которые полностью ориентированы налево. Йога, которую вы изучаете со мной в этой программе, позволяет установить баланс между правым и левым. Потому что вы хотите жить нормальной жизнью. Существуют определенные системы йоги, которые не сосредоточены на том, что вы называете нормальной жизнью. Их единственная цель — развивать интуицию и смотреть на жизнь определенным образом. Что они делают, так это берут пчелиный воск и засовывают его в правую ноздрю. 12 лет, один солнечный цикл, 12 с четвертью лет. Они закрывают правую ноздрю, и в результате логический ум почти умирает. У вас не будет мыслительного процесса, вы просто-напросто будете знать вещи, как кобра. Если вы когда-нибудь имели дело со змеями? Нет? Если вы попробуете приручить змею, особенно кобру, она крайне проницательная. Причина, по которой вы видите кобру рядом с Шивой, это потому, что каждый йог раньше носил змею. Только вчера кто-то напоминал мне, в ближневосточной культуре, особенно в христианском мистицизме, есть изображение людей, несущих палку, похожую на змею. Потому что они не могли достать кобр на Ближнем Востоке. Они создавали палку или находили такую палку, которая выглядит как кобра, и пытались этим воспользоваться. Вы видите Моисея с посохом, похожим на змею, и во многих других местах. Но в Индии йоги всегда носили с собой живую кобру. Потому что ее восприятие феноменально. Кобра, которая находится здесь, на холме Чамунди, если в Калифорнии произойдет землетрясение, никто не узнает, что случилось. Никаких новостей, никакая шкала Рихтера ни о чем не говорит. Но эта кобра уже начнет вести себя по-другому. Если вы достаточно проницательны, вы сразу поймете, что должно произойти. Настолько она проницательна в понимании Земли. Не события, намерения, которые она уже знает. Вот причина, по которой вы видите, что Шива несет такую кобру. Рептилию, ползающее существо, по крайней мере, держа ее у своих ног. Он нес ее сюда, потому что Шива признавал: ты так же хороша, как и я. У него 3 глаза, он видит все возможное, но он говорит: кобра так же хороша, как и я.
Если вы поклоняетесь мне, вы должны поклоняться ей, потому что она так же хороша, как и я. Она видит столько же, сколько и я. Вот почему кобра стала очень значимой. Если вы увидите йога с коброй, не меня. Есть и другие йоги, более эксцентричные. У кого-то будет кобра, у кого-то браслет из зеленого стекла на левой руке. Если вы найдете такого и посмотрите на его ноздрю, вы увидите, что его правая ноздря запечатана пчелиным воском. Если вы видите, что у него нет пчелиного воска, значит, что он уже прошел цикл 12 лет, и с ним нужно быть поаккуратнее. В нем есть вещи, которые вы не сможете себе представить. Но вам не следует идти таким путем. Что вы можете сделать, так это выполнять простую практику Шамбхави. Она тоже открывает это измерение. Но прежде чем вы перейдете к интуиции, крайне важно развить логическое измерение своей жизни. Оно должно быть установлено нужным образом. В противном случае каждый дурак, который не может мыслить здраво, будет думать, что он обладает интуицией. Да. Сначала совершенно четко определите логическое измерение своей жизни. Затем исследуйте интуитивность, и это будет потрясающе. Но если развивать интуицию без достаточного логического мышления, вы просто попадете в мир замешательства.